Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, как поймать единорога. Единороги раньше описывались как очень свирепые существа, которых к тому же не поймать, поскольку они очень быстроногие. В целом единорог доброе существо, но для защиты своей территории, конечно, он может использовать рог. Живет единорог, как правило, один. С самками проводит время только ради спаривания. Если мы с вами будем охотиться на единорога, нам нужно понять, зачем это нужно. У вас может быть только две причины для этого. Либо вы хотите отпилить ему рог, либо вы хотите попасть с его помощью в параллельное измерение, например, в мир эльфов и фей, с которыми единорог очень часто общается и может показать вам туда дорогу. Зачем нам рог? Рог единорога определяет яды. Кроме того, он может очищать воду. То есть, если единорог подходит к водоему и опускает в него свой рог, то водоем становится чистым, и эту воду можно пить. Кроме того, вы можете сделать из него такой кубок и пить из него напитки. И тогда ваши напитки будут не только всегда чистыми, но и вы будете обладать отменным здоровьем. У вас никогда не будет глистов. Рог будет защищать вас от укусов собак и всяких ядовитых тварей. Кроме того, рог является хорошим афродизиаком и даже средством для отбеливания зубов. Но вот вы хотите единорога поймать, но это, между прочим, не так уж просто. Многие люди, например, подделывали единорога. То есть они просто брали коня, нет, не коня, какое-нибудь рогатое животное, например, оленя или козу, и пересаживали ей рога на центр лба, так что рога срастались и вырастали в один единственный рог. И получался такой вот единорог. Но это не настоящий единорог, правда же? Подделывали не только самих единорогов, но и их рога тоже. За рога единорогов очень часто выдавали клык нарвала. Клык нарвала, вот. Если кто-то продал вам рог единорога за целое состояние, вы проверьте, настоящий ли это рог единорога. То есть, прежде чем платить деньги, проверьте. Как это сделать? Нужно начертить на земле круг и по центру круга поставить рог единорога. И в этот круг поместить ящерицу, скорпиона или паука. Если рог единорога настоящий, то эти животные не выбегут за границы круга. Итак, как поймать это прекрасное существо? Прежде всего, надо понять, где его ловить. Обитает он на самом деле в северном полушарии. Капканы бесполезны, догнать его тоже невозможно. Оружие всяческое на него не действует. Можно приманить его чистым непорочным созданием женского пола и прекрасной внешности. Тогда он подойдет к ней и сложит свою голову ей на колени, и, может быть, даже заснет. И вот тогда-то вы можете отпилить ему рог. Или убить его. Ну, смотря что совесть позволит вам. Второй способ может быть менее коварный, но не менее жестокий. Вы можете натравить на него льва. Тогда единорог, боже мой, я сказала носорог. Тогда единорог погонится за львом, а лев в самый последний момент резко повернет в сторону перед деревом, и единорог врежется в дерево, и вот тогда уже лев сможет его растерзать. Ну и в качестве бонуса давайте я расскажу вам о единороге, на которого вы, скорее всего, не станете охотиться, поскольку это самое
совершенное существо на Земле, по мнению китайцев. И они на него не охотятся. Это, собственно, китайский единорог, которого звали Чилин или Кирин. Это существо с головой дракона, телом оленя и хвостом быка. Чилин издает звуки, похожие на звон монастырского колокола. Живет этот единорог 1000 лет, и людей он, как и его европейский собрат, сторонится. Только в мирное время процветания, либо после смерти великого правителя его можно увидеть. Чилин как-то явился матери Конфуция и предрек ей рождение великого сына. Говорят, что в последние годы единорог не появляется в китайских лесах, поскольку справедливых правителей больше нет. I feel magic stirring within me.